вас заставить что-то сделать, но могу попробовать убедить. Если мне надо, чтобы вы прямо сейчас пошли и поставили подпись за независимых кандидатов, а потом 8 сентября на выборах проголосовали против «Единой России», ну, значит, я должен в этом ролике предоставить достаточное количество аргументов в пользу таких действий. И невозможно просто сделать очередное расследование про очередного единоросса. Если уж я призываю к большой кампании против всей «Единой России», то нужно взять лидера этой партии в Москве, где будут главные выборы, и на его примере доказать, почему его партия не заслуживает ни одного голоса. И прямо сейчас вместе со своими коллегами по фонду борьбы с коррупцией я это сделаю. И начну свою историю здесь, в месте таком близком, дорогом и родном этому представителю правящей партии. Здесь его сердце, здесь его семья, здесь его деньги. Добро пожаловать в район Гальянова. Почти Гальянова. Привет, это Навальный, а это кандидаты в депутаты Московской городской думы. И сегодня мы все вместе убедим вас, что нам необходимо сначала поставить свои подписи за этих кандидатов, причем не откладывая прямо сейчас, а потом объединить усилия и вышвырнуть партию «Единая Россия» из московского парламента. Вот оно, лицо этой партии. Глава «Единой России» в Москве, заместитель председателя Мосгордумы и, возможно, самый влиятельный депутат московского парламента, избранный от районов Северно-Измайлово, Гальянова и Метрогородок, Андрей Николаевич Метельский. Он олицетворяет Московскую думу и Московскую партию власти. И на ваш суд мы сегодня выносим один простой вопрос. Должен ли Метельский и такие, как он, оставаться на своем месте, или 8 сентября на выборах его должны заменить эти депутаты? Итак, я не зря сказал, что он не просто лидер, а олицетворение «Единой России». Депутат Метельский занимает свое кресло уже 18 лет, 4 депутатских срока подряд. Сейчас он в 5-й раз хочет стать депутатом на следующие 5 лет. И самое смешное, что главный единорос Москвы, секретарь московского отделения, член президиума Генерального совета, он идет на выборы не от партии, которую возглавляет, а как самовыдвиженец. Точно так же, как и все остальные единороссы в Москве, они хотят обмануть вас и стали самовыдвиженцами. Давайте я вам немного расскажу о нем. Это поразительный персонаж, как и практически все другие единороссы. Вот он 18 лет возглавляет в Москве партию власти. Ну, то есть, это такой крупнейший региональный чиновник со статусом не намного ниже Собянина. То есть, по идее, он должен быть везде, да? Но проблема в том, что Метельского в публичном поле просто не существует. Он не дает никаких интервью, не дает комментариев в СМИ. Вряд ли кто-то видел его ходящим по дворам и встречающимся с жителем. Он никак не реагировал на всякие острые поводы нашей информационной повестки. Там, я не знаю, протесты в Москве, повышение пенсионного возраста, пресловутая реновация и так далее. Ну, может быть, он известный видеоблогер на YouTube. Кстати говоря, у него есть YouTube-канал, но у него там 0 подписчиков и всего 1 просмотр видео. Это я смотрел, когда готовился. И это неудивительно, потому что, как любят говорить в правительстве Москвы, деньги любят тишину. Вот об этом я как раз и хочу сказать. Как узнать о жизни чиновника, на что он живет? Конечно же, из декларации. Я распечатал декларацию Метельского. Вроде бы приличный доход, 7 миллионов рублей. Но при этом в собственности нет недвижимости, только либо служебное жилье, либо арендованное. Ни квартир, ни машин. Может быть, жена олигарх? Нет, тоже нет. За 2018 год она зарабатывала 900 рублей в месяц. Ладно, вы, наверное, уже догадываетесь, к чему все идет. Бедный депутат, всю жизнь на госслужбе. Сейчас мы у него найдем дачу на Рублевке или пентхаус в центре Москвы. Нет, друзья, эта история не только и не столько про конкретного депутата. Наше расследование в целом про власть, про партию «Единая Россия» и про то, как работает эта система. Если мы включим телевизор, мы увидим этих людей горячими патриотами, которые клянутся в любви к родине. Но на практике
Они разворовывают нашу страну и вывозят миллиарды за границу, готовя запасные аэродромы и тихую старость себе и своим родственникам где-то далеко. Вот и лидер московских единороссов. По официальным документам бедный самовыдвиженец, слуга народа уже больше 20 лет. А на самом деле один из самых богатых жителей Москвы. Бизнесмен, мошенник, коррупционер, который прикрывается перед выборами нулевой декларации о доходах и имуществе, а на деле владеет активами стоимостью в сотни миллионов долларов. И прежде чем мы покажем вам, что же утащил наш единорос в своем клювике, давайте познакомимся со всеми участниками нашего путешествия. Мать Метельского Эльдебита Васильевна Метельская. Ей 75 лет. Сын Метельского Андрей Андреевич Метельский. Ему вчера исполнилось 26 лет. Ну и главный друг Метельского – Ивановский Петр Сергеевич. Этот Ивановский, как его называют Метельский, мой давний друг, тоже был депутатом Мосгордумы. Потом он был вице-президентом Фонда поддержки «Единой России» в Москве. Представляете, есть такой фонд. Ну а сейчас он советник зампреда Мосгордумы, то есть самого Метельского. Вот он указан на сайте. И это, в общем-то, вся компания, которая нас сегодня будет интересовать, потому что схема примитивная до невозможности. А давайте сейчас переместимся из Москвы, где единороссы зарабатывают деньги, в пресловутую Европу, где наша партия власти любит эти деньги тратить. Мы летим в Австрию. Добро пожаловать в Тироль. Это самое сердце Европы. Австрийские Альпы – невероятные по своей красоте места. Здесь, именно здесь, а не в каком-нибудь там Измайлово, Метрогородке или Гальяново, предпочитает жить и хранить свои деньги единорос Метельский. Его австрийская жизнь началась гораздо раньше, чем вы можете подумать, 12 лет назад. В 2007 году, когда еще не было никаких санкций, войн, международных изоляций, когда Путин еще даже не закончил свой второй срок, а мэром Москвы был не Собянин, а Лужков. И именно тогда, в 2007 году, депутат Метельский принимает ключевое решение. Все, что украл в России, складывать за границу. Как складывать? Куда? Сколько? Чтобы ответить на эти вопросы, мы с вами отправляемся в небольшое турне. Мы с вами в австрийской деревушке под названием Сирфаус. Потрясающее место, очень красивое, посмотрите сами. И именно здесь Андрей Метельский доказывает, что «Единая Россия» — это партия дела. Ну, вот вы, оказавшись в таком месте, конечно, ходите, разглядываете все и говорите: хорошо было бы здесь иметь дом. А он не ходит и не говорит, он просто берет и покупает. Вот ту гостиницу, посмотрите, какая классная. Гостиница «Максимилиан». 4 звезды, собственный бассейн и спа-зона. Метельский заплатил за нее 5 миллионов евро. При этом на тот момент у него вообще нет ничего за душой, только депутатская зарплата. Ну и мамина пенсия. Вы можете быть уверены, что эти 5 миллионов были далеко не последними сбережениями семейства Метельских. Мы продолжаем наше путешествие по их австрийским владениям, благо нам ехать далеко не придется. Ну, точнее, вообще не придется. Алексей, а куда мы идем? Мы вроде все уже сняли. В метрогородок мы идем, Георгий. Метельский же депутат из этой местности. На самом деле, мы снимаем же расследование о лидере этой партии в Москве. Неужели ты на полном серьезе считаешь, что у такого крутого человека может быть только одна гостиница в этом городе? Нет. Ровно год спустя, после покупки первой гостиницы «Максимилиан», Метельские решили расширить свои владения вот этим зданием. Традиционная тирольская архитектура, небольшая гостиница, а в ней собственный ресторан. Давайте что ли зайдем, чего стесняться около входа. Если вы катаетесь здесь на лыжах или просто гуляли по Альпам и устали, Не беда. Гостеприимный Андрей Метельский готов предложить вам террасу своего ресторана при гостинице. Он купил ее за 3,5 миллиона евро. Опять же, неизвестно, где он взял деньги, но купил и наслаждается этой недвижимостью. Восхитительный вид. Сидите, пьете кофе, единорос Метельский получает денежки. Ну и снова посмотрим на все это с неба. Вот на той веранде я только что стоял. Это веранда ресторана, а наверху, соответственно, гостиница. А если пролететь чуть-чуть дальше по этой горной деревне, мы увидим, насколько близко расположена другая гостиница Метельского. Вот она.
А вот снимки из социальных сетей жены Метельского, Татьяны. Они сделаны как раз в этом месте, в Серфаусе. Эти новогодние праздники Метельские провели в своей австрийской гостинице, как и десятки выходных в течение многих лет. Хочется, конечно, показать вам побольше этих прекрасных видов, но нам правда нельзя задерживаться, ведь у нас с вами впереди еще несколько остановок в Австрии. Времени на раскачку нет. Ну да, мы понимаем, конечно, что депутат Метельский нам скажет, что, а вы знаете, это не мое, это моей мамы и это моего сына. Действительно, он оформил это все на свою очень пожилую маму и на своего далеко не взрослого сына. Но штука в том, что это простая схема. Нам для этого расследования не понадобилось скрывать какие-то сложные офшоры или еще что-то такое. Там простая штука. Семья депутата Метельского, российские физические лица, наоткрывали австрийских фирм. Эти австрийские фирмы купили себе большое количество недвижимости. И как раз простота этой схемы еще раз показывает наглость Единой России. Ну, то есть просто он не считает нужным даже прятаться. Есть на Тирольской земле памятник рокировочке. Помните, 24 сентября 2011 года Медведев и Путин заявили о том, что поменяются местами, и Путин снова становится президентом. Единая Россия ликовала и просто визжала. Ну как же, Путин вернулся, Путин вернулся. И Андрей Метельский кричал и аплодировал громче всех. А спустя 3 дня, 27 числа, неизвестно где взял 7 миллионов евро и купил вот эту гостиницу в Альпах, уже 3-ю. Мы пролетаем над горной рекой и приближаемся к 3-й гостинице Метельских – Моцарт. Это такой традиционный тирольский отель. На высоте 5-го этажа из отеля торчит странного вида труба. И наше предположение заключается в том, что другой конец трубы воткнули прямо в бюджет города Москвы для того, чтобы облегчить Единой России высасывание денег из страны. Впрочем, это может быть и водная горка. Теннисные корты, футбольное поле, бассейн. Здесь весело и классно в любое время года. Я очень надеюсь, что вам еще не надоела Австрия, потому что нам с вами по ней ехать еще 600 километров в Вену, где у Метельского еще одна гостиница. Мы на заправке остановились выпить кофейку, потому что, честно говоря, мы задолбались уже ехать по всей этой Австрии. Мы проехали несколько сот километров в поисках недвижимости депутата Единой России. Было бы забавно, если бы все москвичи знали о том, как у него много здесь всего, от Тироля до Вены. Хотя вряд ли бы они при этом за него проголосовали. Ну, было бы не забавно, было бы правильно. Я надеюсь, что многие миллионы москвичей узнают про недвижимость этого человека. Из нашего ролика! Поэтому, если вы смотрите лайки, его и распространяете... Подписывайтесь на наш канал. Кстати, говорят правду. Был, кстати говоря, забавно, мы можем приехать к следующей гостинице Метельского, подойти и так вот помазать дверную ручку чем-то и смотреть на реакцию его разнообразной прислуги. Мы не будем так делать. Будем. Ну ладно. Штрудельхоф. Отель и дворец. Это историческое здание. Сейчас я вам расскажу о нем немножко. Помните, с чего началась Первая мировая война? Сербы убили австрийского принца. Австрийцы предъявили сербам ультиматум, заведомо невыполнимый. Они его не выполнили. Но, собственно говоря, началась война. Знаменитый июльский ультиматум был подписан именно в этом здании. Оно историческое. А здесь есть рядом лестница. Сейчас мы по ней пройдемся. Она тоже историческая. Известна каждому жителю Вены. Про нее даже стихи писали. Кстати говоря, пока мы идем к лестнице, я хочу еще сказать, что в этом же здании проходили знаменитые переговоры о разоружении между СССР и США. Очень историческое здание, много здесь всего произошло. Понятное дело, что в свое время дворец принадлежал членам королевской семьи, а сейчас весь этот комплекс, дворец и гостиница, прилегающая к нему, принадлежит уже российской аристократии. Руководитель Единой России в Москве Андрей Метельский купил это все за 23 миллиона евро. Смотрите, какая забавная деталь. Вы знаете, что на фасадах гостиниц очень часто вывешивают разные государственные флаги. Эта гостиница куплена на деньги, украденные в России и выведенные из России. Мы видим здесь
Американский флаг, Евросоюз, французский флаг, итальянский это, по-моему. Российского флага нет. Как же так, депутат Метельский? Ну, Милов обещал, что мы полетим в Австрию, в итоге туда почему-то отправился один Алексей. Ну, это вы кандидаты, вам положено пахать в округах, а я взял на себя самую сложную часть работы. Ребят, вы не представляете, как больно мне было смотреть на все эти австрийские дворцы, построенные на деньги, украденные в России. Но давайте подведем финансовый итог австрийской истории. Всего в австрийские гостиницы было вложено около 40 миллионов евро самим Метельским, бабушкой-пенсионеркой, 19-летним парнем и каким-то депутатом, который, на тот момент, представим, получал, 2 миллиона рублей. И, кстати, из финансовой отчетности мы узнаем, что потом Метельские вбухали в этот бизнес еще 12 миллионов евро, то есть фактически вывели деньги из России и инвестировали их в Австрию. Да, Австрию мы уже посмотрели, но если кто-то думает, что Метельские не пытаются зарабатывать на стройке также и в Москве, то они ошибаются. И сейчас вы увидите самую потрясающую часть нашего расследования, из которой узнаете, как Метельский и его мама получают на свои счета сотни миллионов. Вот мы летим над огромным участком в центре Москвы. Это Замоскворечье. Прямо на набережной Москвы-реки Золотая земля, недалеко от Павелецкого вокзала. Здесь в 2014 году решили строить гостиницу и жилые апартаменты. Гостиницы, как вы видите прекрасно, никакой нет, но будет. К 2021 году здесь возведут здание площадью 14,5 тысяч квадратных метров. Сделано это будет к тому моменту почти 80-летней мамой депутата Метельского, владелицей этой земли. Сейчас мы находимся возле строительного забора. Позади огромная территория, на которой сейчас, на первый взгляд, не происходит совершенно ничего. С точки зрения гостиницы это совершенно верно. Проекты застройки этого места появились в 2014 году. Даже начали сносить здание под площадку, но в следующие несколько лет ничего не произошло. Сейчас сроки сильно передвинули. На сайте мэрии Москвы можно обнаружить карточку этой стройки и новые сроки – 2021 год. Здесь же название застройщика – ООО «Манор». Эта фирма формально наполовину, а фактически полностью принадлежит Эльдебите Метельской. Эта фирма и открыла нам портал в неиссякаемые богатства семьи Метельских. Мы обязательно расскажем об этом чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, что еще тут есть. Мы дошли до единственного явно функционирующего здания на всей территории – Кожевническая, 15. Это здание имеет большую историческую ценность. Его включают почти во все списки конструктивистских памятников Москвы. Благодаря вот этому крупному фризу из майоликовых плиток, на которой изображена советская идиллия. Уборка урожая, спортсмены, купающиеся. Здесь располагались кожевнические бани, а сейчас фитнес-центр. Само историческое здание принадлежит фирме Эльдебите Метельской. Здесь же место регистрации ее фирм. Всего за этими заборами скрывается 12 тысяч метров земли, готовых к застройке. Я думаю, что многие наши зрители спрашивают, а почему же гостиницу так и не построили? Почему уже 5 лет в центре Москвы простаивает ценнейший гектар земли и будет простаивать еще минимум 3 года до 2021? У меня есть на этот вопрос ответ. И это изумительный способ, как единороссы добывать деньги. На самом деле Эльдебита Метельская берет деньги под гостиничный проект, а дальше оставляет эти деньги себе. Слушайте, давайте уже прекратим говорить про эту несчастную 75-летнюю женщину. Всем же очевидно, она не имеет никакого отношения к этой схеме. Просто Метельский взял и нагло, бессовестно переписал все на свою престарелую мать. Подвергая ее, кстати, нехилой юридической ответственности. Под поезд бросает практически. Люба, не то слово. Если бы не сын единорос, то Эльдебита Метельская уже сидела бы в тюрьме по экономической статье. Если вы введете в любой поисковик имя Эльдебиты Метельской, даже фамилии не нужно, давайте просто введем Эльдебита, то вы обнаружите ссылки на десятки судебных решений Московского арбитражного суда. Мы их внимательно изучили. Беспрецедентные документы по своему содержанию. Суть дела простая. Предприниматель,
кавычках предприниматель, Эльдебита Метельская решила построить огромную гостиницу в центре Москвы. Только сделать она это решила не на свои деньги, а на деньги сторонних партнеров, привлеченных инвесторов. Они все вложили много денег в ее фирму ООО «Манор». А она эти деньги берет и просто крадет. Перевела на личный счет себе, на счет своего сына, депутата Метельского, ну и большую часть, просто классика, вывела в офшор. Помог ей это сделать директор «Манора» Капустин Вячеслав. Не стал бы вам его упоминать, если бы не одна забавная деталь. Он сосед Метельского по лестничной клетке, а также сын другого депутата Мосгордумы от Измайлова Андрея Капустина. Ну и, кстати, бизнес-партнеры старушки Метельской остались, мягко говоря, не очень довольны происходящим. Отсюда и многочисленные обращения в суды. И благодаря этим обращениям мы документально, в деталях, подробностях, вплоть до каждого номера счета, до каждого перевода знаем всю эту схему. И, кстати говоря, вот эти подробности очень интересные. Всего на счета у «Манор» за все время поступило более 1,4 миллиарда рублей. Из них на личные счета Эльдебиты Метельской было перечислено 270 миллионов рублей по различным инвестиционным договорам и договорам займа. Еще 305 миллионов перечислено лично депутату Андрею Метельскому. Таким образом, всего 575 миллионов рублей поступило на счета главного московского единоросса и его мамы. Слушайте, я правильно понимаю, что при официальной депутатской зарплате в 5 миллионов рублей Метельские вместе со своей мамой у своей же фирмы заняли почти 600 миллионов рублей? Ну, подкладывали бы 120 лет и вернули бы в 2133 году. И я напоминаю, что ни копейки из этих сотен миллионов рублей Метельский не указывал в своей декларации. Он ворочил огромными суммами, а избирателям рассказывал, что он честный депутат, нет ничего, кроме зарплаты. И здесь важно подчеркнуть еще вот что судебными решениями фактически подтверждено, что эти займы фиктивные, не рыночные, что они не обеспечены вообще ничем, что проценты по ним в разы ниже рыночных, и вы таких займов никогда не получите. И, собственно, сроки неисполнимые, поэтому, по сути дела, суд, московский суд, а даже не мы с вами, фактически постановил, что главный единорос Москвы – мошенник. Но и это еще не все. Оставшиеся деньги, которые не были выведены на фиктивные счета Метельским, были перечислены на кипрский офшор. Ну, то есть 22 миллиона долларов, сколько это получается? 750 миллионов рублей отправились на счета семейства Метельских на кипрском офшоре. А в суде директор «Манора», тот самый сосед Метельского по лестничной площадке, заявил, что деньги вывели на Кипр якобы для того, чтобы приобрести соседний участок земли. Ну, это на самом деле вранье, потому что этот участок уже находился в их собственности. Слушай, не то слово «вранье». На самом деле этот офшор Старфингтон, на счет которого поступило 22 миллиона долларов, в тот самый момент владел гостиницей в Вене, про которую нам рассказывал Алексей. И этот весь вывод 22 миллионов очень похож на то, что Метельские пытались, скажем, прямо украсть деньги у своих партнеров. Это прямо на предвыборных листовках надо писать. Поставьте подпись за нашего кандидата. Он взял в долг 570 миллионов и не вернул. «Единая Россия» – партия реальных дел. Отличный кандидат, настоящий единорос. Не-не-не, самовыдвиженец. Ах, да, конечно, самовыдвиженец от «Единой России». Друзья, мы так с вами увлеклись этой гостиничной историей, у нас еще половина всего не рассказана. Давайте двигаться дальше. Мы внимательно изучили, что еще принадлежит Метельским. Просто взяли реестр юридических лиц и посмотрели. Выписали список, составили всех директоров, партнеров, номиналов и прочих лиц, вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи. Схема оказалась не очень сложной. Эти фирмы, которые когда-либо у Метельского были, он переписал на 2 людей. Переписал, потому что формально ему нельзя заниматься бизнесом. Эти люди – мама и друг. Советник Метельского в Московской городской думе Петр Ивановский. Это очень просто и легко обнаружить и доказать. Мы взяли список из 12 контор, которые когда-либо были у Метельского в собственности. В 7 из них доля с точностью до процента была переписана на Эльдебиту Метельскую. В 5 доля записана на Петра Ивановского. Других людей просто нет. Большинство своих фирм они зарегистрировали по 3 адресам. Все 3 помещения принадлежат Эльдебите Метельской. Слушай, ну, похоже, они не очень-то и скрываются. Ну и достаточно просто изучить комбинацию адресов и их владельцев, чтобы узнать еще много чего интересного.
За моей спиной огромная стройка. Здесь возводят транспортно-пересадочный узел Лефортово. Такие узлы ТПУ – это места, где сходятся ветки метро, пригородные поезда, автобусы, троллейбусы. И эти самые транспортно-пересадочные узлы стали знаковым личным проектом Собянина для Москвы. В таких местах очень выгодно развивать бизнес. Здесь строят торговые центры, перехватывающие парковки, потому что огромный поток пассажиров, сотни тысяч людей ежедневно, гарантирует огромную прибыль. Так вот, конкретно этот лефортовский ТПУ строит семейство Метельских. Мы взлетаем над внушительной стройкой. Это странно, ведь заместитель мэра Москвы Хуснуллин утверждал, что ТПУ откроется в 2018 году. Но у нас тут с вами середина 2019-го, и вы сами все видите. Право на застройку куплено у столичной мэрии на аукционе за 100 миллионов рублей. Деньги, как мы уже понимаем, по масштабам Метельского смешные. А вот построено здесь будет очень много. Будет каток, реконструированный кинотеатр, рестораны и, конечно же, коммерческая недвижимость под магазины. И самое интересное. Отлетаем немного от стройки и видим новенький симпатичный жилой комплекс ЖК «Лефорт». 2 корпуса уже построены, готовится 3-й. Всего 600 квартир. Собственная инфраструктура, подземные парковки, магазины, благоустроенная территория. Вам, наверное, кажется, что я вот-вот скажу: у Метельских в этом доме шикарный пентхаус или Метельские купили в этом доме 10 квартир. Нет, им принадлежит весь этот жилой комплекс. Они застройщики. Их фирма возвела все это, а теперь продает. А теперь смотрите. Официальным застройщиком жилых домов Лефорт является фирма Интерфлора. Они же, согласно объявлению на сайте Московской мэрии, являются строителем транспортно-пересадочного узла, станции метро. Это абсолютно неизвестный застройщик. До этого они не строили в Москве вообще ничего. Смотрим внимательно, кто же эти не пойми откуда взявшиеся девелоперы. До 2015 года фирма полностью принадлежала все той же Эльдебите Метельской. Потом свою долю она по упомянутой нами схеме переписала на Ивановского. Директор, знакомый нам сосед Метельских по лестничной клетке, Капустин. И, напоминаю, он же директор и в другой фирме Метельских, которая строит гостиницу на Павелецкой и которую они намеренно обанкротили, чтобы не возвращать деньги инвесторам. Мы про это уже рассказывали. То есть это все те же самые физиономии и ни одной новой фамилии? Разумеется. И наш скромный измайловский депутат в итоге оказался крупнейшим московским застройщиком. Учитывая количество квартир, их приблизительную стоимость, и реальные цифры по уже проданным квартирам, компания Метельского зарабатывает на этом проекте, внимание, около 1 миллиарда рублей. Но и это еще не все. По такому же принципу совмещения директоров и адресов мы можем найти еще больше активов, еще больше бизнеса. Давайте просто в режиме блиц пробежимся. Так, например, Эльдебите Васильевне принадлежит 30% автосервисов Обухов. Подожди, Обухов? Да, Обухов, Владимир. Да-да, речь именно о центрах Обухов. Каждый из нас видел их миллион раз. А если у кого-то автомобиль Volvo, то и обслуживается в них. Вот список из 7 юридических лиц, связанных с автоцентрами Обухов. И в каждом из них есть доля у нашей старушки Метельской. Суммарный годовой оборот этих автомобильных центров более 3 миллиардов рублей. Продолжаем. Гостиница в Подмосковье. Фореста, фестиваль-парк. Тоже их. Фирма оформлена на Ивановского, но управляет ей Метельский-младший. Не отдыхайте там. Не отдыхайте там, не ремонтируйте машину в Обухове, не пользуйтесь станцией метро Лефортово. Становится все сложнее и сложнее жить в Москве и случайно не заплатить депутату Метельскому. Не ешьте суши в ресторанах Тануки. Так, а с ними что не так? Тоже есть высокая вероятность отдать свои деньги семейке Метельских. Ряд из этих ресторанов им принадлежит. Например, в моем юго-западном округе 2. Один, кстати, находится в моем избирательном округе на Профсоюзной улице. Второй у Кости Взюзина на Балаклавском проспекте. И владеет этими 2 ресторанами Эльдебита Метельская. Тогда и не парьтесь в восточных банях в Измайлово. Верно, это тоже Метельские. Вообще в Измайлово чувствуешь себя как-то не очень комфортно, потому что создается впечатление, будто семейство Метельских решило скупить там вообще всю недвижимость, и жилую, и нежилую. У Метельских есть помещение почти 500 квадратных метров на 15-й Парковой. А вот в этом доме, в Измайлово, подвальный и первый этаж принадлежат Эльдебите Метельской.
Ну и у меня в избирательном округе у Метельских есть собственность. Они купили себе огромный особняк стоимостью почти 300 миллионов рублей рядом с чистыми прудами. Я там даже недавно побывал. Ну вот тот самый особняк, который принадлежит семье Метельских. Посмотрите, какая красота. 3 этажа, чердак, очень симпатичная, удобная веранда наверху, где можно отдыхать и расслабляться. Креслица, диванчик. Сейчас здесь находятся офисы, дорогая земля, дорогая аренда и очень хорошая прибыль для скромного депутата Московской городской думы. Неплохо устроился Метельский, но я слежу за тобой. Ну и, кстати, давайте поговорим о том, где депутат Метельский и его семейка живет. Хорошая новость состоит в том, что они не все время проводят в своем австрийском дворце и все-таки иногда бывает в Измайлово. Но на этом хорошие новости заканчиваются, потому что этой недвижимости очень много, она стоит безумных денег и, конечно, ее нет ни в каких декларациях. Поехали? В том же доме на Первомайской, что мы уже показывали, в собственности Ульдебиты Метельской квартира номер 28, 280 квадратных метров. И квартира номер 29, 129 квадратных метров. И еще одна квартира, 173 квадратных метра. Эта квартира бабушки Эльдебите досталась от Петра Ивановского. И эти 3 квартиры образуют такой мега-пентхаус площадью 600 квадратных метров. Ну да, это, наверное, не очень смотрелось бы в депутатской декларации. Измайловские избиратели вряд ли бы такое оценили. Дальше. У сына депутата Метельского в собственности еще одна квартира в Измайлово, 115 квадратных метров, на Измайловском бульваре. Из выписки на нее мы узнаем, как зовут его маму, то есть жену депутата Метельского, видимо, бывшую. Именно здесь, в соседней 128-метровой квартире, проживает директор большинства депутатских фирм Капустин. Он, напоминаю, сын другого депутата Мосгордумы от «Единой России». Слушайте, он же варьё засел в депутатских креслах. Так вот, у мамы Метельского-младшего в собственности есть тоже отдельная жилплощадь, опять в Измайлово, 288 квадратных метров. Соседи по дому хорошо знакомый нам Петр Ивановский. А еще знаете кто? Михаил Путин, племянник самого. Кстати говоря, заместитель председателя правления «Газпрома» с прошлого года. Ну и, конечно, 2 соседние дачи на Рублевке, в самом центре, в деревне Раздоры. И для полноты картины добавим сюда еще квартиру у патриарших и дом в Калининградской области, которых тоже нет ни в каких декларациях. Друзья, давайте подводить итог. Я еще раз для наглядности и контраста достаю декларацию Метельского. Тут только депутатская зарплата и никакой недвижимости. А давайте перечислим, что там должно быть. Давайте. Австрия. 4 гостиницы и дворец. Общая стоимость около 40 миллионов евро. Это почти 2,5 миллиарда рублей. Нежилая недвижимость в Москве 600 миллионов рублей. Земля под гостиницу в Москве – миллиард минимум. На этой земле уже стоит 2 здания. Их кадастровая стоимость – это еще минимум миллиард. 5 квартир в районе Измайлова. Общая площадь этих квартир 1000 квадратных метров, а стоимость 200 миллионов рублей. 2 дачи на Рублевке, 3 дома, 400 миллионов рублей. Дача в Калининграде 25 миллионов рублей и еще квартира на Патриарших 12 миллионов рублей. Только недвижимости у лидера московских единороссов мы насчитали на 5 миллиардов 700 миллионов рублей. И всю эту недвижимость этот жулик скрывает от своих избирателей. И этот жулик и вор 20 лет сидит в Московской городской думе и принимает законы, которые вы обязаны исполнять. Ну вот а теперь сами скажите мне, можно после всего этого отдать Единой России хоть один голос? Конечно, нет. Они лжецы, лицемеры и воры. Но ведь не мог же лидер Единой России Метельский годами открыто строить свой бизнес, нарушая статус депутата, так, чтобы об этом никто не знал. Ну это ведь прямо прописано все в решениях московских судов. Конечно, все знают. Конечно, знают. И Собянин знает, и Путин знает, и абсолютно все остальные депутаты Единой России это знают. Тем не менее, они избирают Метельского своим лидером, и он снова идет на выборы со своей пустой декларацией. И самое ужасное, что они снова изберутся. Если их не остановите, лично вы. Никто другой этого сделать не может. Каждому из этих кандидатов нужна ваша подпись для выдвижения. Прямо сейчас, вот прямо сейчас и срочно зайдите в описание ролика. Там есть инструкция, как подписаться за того, кто идет от вашего района. Осталось 4 дня. Поспешите. После этого
подпишитесь на умное голосование, и накануне выборов, где бы вы ни жили, в Москве, в Питере, в другом регионе, мы пришлем вам фамилию того, за кого нужно голосовать. А 8 сентября нужно будет пойти и проголосовать. Сделать все это очень просто. И если мы сделаем, то победим Единую Россию, партию жуликов и воров.